Дорогие телезрители, снова с вами разборы рыбаря. На этот раз у нас состав немного изменился. В студии со мной Даниил Бессонов, который согласился заменить Владлена Татарского. И вместе мы расскажем о том, что происходило на фронтах специальной военной операции за неделю. Даниил, привет. Привет. Расскажи что-нибудь, поздоровайся с нашими подписчиками. Расскажи, что ты знаешь, чем ты отличаешься в выгодную сторону от Владлена. Да, всем привет. С Владленом сложно конкурировать. Почему? Потому что он красивый. Вот он красивый, умный, смелый. Вот и он. А Данил просто красивый. Хорошо, давайте, шутили, и пора начинать. У нас же все-таки не стендап. Макс, где ты сейчас находишься? У себя дома, на Киевке. Самолеты летают так же, как в прошлый раз? Нет, сегодня было громко с утра, но самолеты не летали. Сегодня было слышно, была канонада. Эти дни была тишина 2 дня. 2 дня была тишина, относительная, понятно, то есть в районе Авдеевки. А у меня тут до Авдеевской промзоны, от меня там 19 километров по прямой. Вот. Но в Телеграме были кровавые бои, короче. Постоянно кто-то наступал куда-то в эти 2 дня. Штурмовали телеграм-каналы Бердычи, Степовое, обходили, вырывались в 9-й микрорайон, отходили, закреплялись. Но все это была абсолютно полностью виртуальная война. Вот, собственно, это я хотел сказать. Сегодня что-то есть, да, но еще не выяснял чего, потому что вот с вами в вашей приятной компании. Вчера самая главная новость была, это возможная поставка, точнее невозможно уже, а то, что в правительстве Великобритании одобрили поставки снарядов с объединенным с объединенным ураном для британских танков «Челленджер», которые уже находятся в Польше и готовятся к последующей передаче в ВСУ. Мы вчера всем, наверное, телеграм-ным сообществом обмусолили, обсудили эту тему, высказались официальные лица, высказались все, кто можно и нельзя. Мы в свое время на канале выпустили подробный разбор, показав уязвимые места танка «Челленджер», которые можно и нужно поражать. И, в принципе, это руководство актуально до сих пор. Танк «Челленджер» является достаточно тяжелой машиной, не подготовленной для действия в условиях нашей, русской распутицы, назовем это так. Русской распутицы и чернозема. И чернозема, да. И почему в свое время были разработаны снаряды из объединенного урана? Потому что из-за подкалиберного ствола пробивающая способность обычных снарядов, точнее, из-за нарезного ствола, да, из-за нарезного ствола самого танка, пробивающая способность обычных снарядов достаточно низкая. И поэтому для того, чтобы обеспечить высокие возможности по пробитию проникающей способности и бронебойность, были выпущены в 80-х годах снаряды с сердечником из объединенного урана. В чем их самая большая проблема, наверное, могут рассказать жители бывшей Югославии. То, что сейчас до сих пор молодежь сталкивается с последствиями применения этих снарядов. Эти последствия – это предмет изучения радиационной медицины, и они не видны через 5 лет, через 10 лет. То есть все зависит от особенностей организма. У кого-то, грубо говоря, сильно просядет иммунитет, а кто-то может умереть от рака. Все сугубо индивидуально. Но факт в том, что применение самих этих снарядов несет опасность как для лиц, которые их транспортируют, заряжают, хранят, применяют в танке, так и для тех, по кому они применяются. Более того, после пробития брони, условно говоря, нашего старого советского танка, снаряд внутри может загореться, и из-за этого произойдет воспламенение еще паров, которые губительно скажутся на самом экипажа танка. Да, поставка этих снарядов – это вещь, я бы не сказал, что крайне сильно меняющая театр военных действий и характер ведения специальной военной операции, но это такой фактор, который омрачает ведение боевых действий. Наши официальные лица уже сказали, что мы это так не оставим. Даже, по-моему, Верховный главнокомандующий вчера высказался. И мне даже интересно, какие меры будут предприняты с нашей стороны. На самом деле, кстати, вчера интересный факт еще был. Во-первых, хотел бы дополнить, что
Если брать в перспективе, то, наверное, эти снаряды и в целом загрязнение касается территорий и людей, которые на этих территориях потом будут жить на долгие года, десятилетия. Никто не будет жить, потому что концепция сделать Восточную Украину непригодной да, пустошью. я к тому, что да, американцы, точнее британцы, для британцев Украина это как Англосаксы. англосаксы, да, совершенно верно. Это просто очередная банановая республика. Но американцы вчера твердо и четко сказали, мы не будем поставлять подобные снаряды. Сколько потому раз что у них они об этом говорили? Сколько раз они говорили, мы никогда не Нет, поставим здесь момент, танки. у них снаряды только просто под Абрамсы, под Челленджер они не подойдут, поэтому они же Абрамсы не планируют поставлять. Но заявить нужно было. Нет, подожди, Абрамсы, они уже заявили, по-моему, я сегодня с утра читал или вчера вечером, что сейчас в Белом доме готовится ускорить поставки Абрамсов старых модификаций для того, чтобы побыстрее вооружить ВСУ. Ну, посмотрим. Здесь момент такой. Они, на самом деле, как говорят в народе, да, всю дорогу заявляют подобные вещи, но очень часто оказывается так, что они делают эти заявления, чтобы подтолкнуть своих европейских партнеров. То есть мы заявляем, мы тоже будем, но давайте сначала вы. Ну, конечно. Мне кажется, это просто манипуляция. Потому что для них и для их ВПК подбиты массово Абрамсы на нашем театре боевых действий. Это сыграет как бы, ну, какую-то антирекламу. Ну, какие подбитые массово Абрамсы? Подбитые массово Абрамсы были в Афганистане, были в Ираке. И речь идет об Абрамсах старых модификаций. То есть, грубо говоря, сейчас идет естественный процесс перевооружения вооруженных сил США, от старья избавляются под предлогом того, что мы новые не успеем произвести, вот держите старые. И, соответственно, загружают оборонно-промышленный комплекс и по максимуму зарабатывают. Не планировали бы они поставлять Абрамс, они бы не поставляли сейчас в одном из крайних пакетов военной помощи мостоукладчики. Ну, мостоукладчики их же можно использовать под другие, под отечественные. Можно, но их... Здесь как бы... Посмотрим, в любом случае... Но мостоукладчики появились в контексте новостей о поставках леопардов, Абрамсов, Мардеров и всего остального. То есть... В любом случае, насчет Абрамсов еще посмотрим. Мне кажется, они не так будут спешить, как с леопардами. Самое, на самом деле, пожалуй, глупое, что происходит в нашем ура-патриотичном сообществе, это несите сюда Абрамс, мы его сейчас порвем, российские танкисты очень ждут, они готовы объявить охоту и так далее. Да, на самом деле, вот я на эфирах неоднократно говорил, что просто подумайте так, а вот средневековая катапульта, да, которая просто булыжниками, большими камнями кидается, она усилит ВСУ? Ну, это сильнее, чем просто вот люди, которые стоят. Да, сильнее это усилит. Значит, это уже плохо. То есть любая техника, которая способна наносить поражение... Средневековая катапульта стреляла на 70-80 метров. Это утрировано. Это утрировано. Конечно же, это утрировано. Вот. Но в данном случае я это к тому, что любая техника, которая способна наносить огневое поражение, она опасна и вредна для нас. То есть это усиливает нашего противника, а это уже плохо. И вот эти вот моменты, когда многие говорят, да леопарды, да эти Брэдли, да это все вообще, блин, ну, мелочь, мы там их сожжем, мы там их уничтожим и так далее. Просто, ну, система управления боем и в Брэдли, и в Леопардах, она очень эффективна. И в Ираке они неоднократно это показывают. Самая большая проблема, с которой мы все сталкиваемся, это то, что сейчас обкатывается даже не военная техника, а ВСУ переводит на систему управления западного образца и системы связи. Я разговаривал с нашими специалистами по радиоэлектронной борьбе и радиоперехвату, и, в принципе, большая проблема именно с тем, что если, допустим, иридиумы и вторые цитадели научились вскрывать и работать, то третью цитадель пока не получилось скрыть. И ВСУ постепенно на вот эти вот стандарты защищенные переводят. То же самое софт, да, то есть операционные системы и программное обеспечение по управлению войсками, вот как Дельта. Это же на самом деле крутая система. То есть многие путают Дельта Крапива, да, Крапива это совершенно другое. Кстати, вот вы с Максом, может, меня просветите, расскажете, у нас со времен Донбасса появились какие-то свои отечественные системы управления, которые, может быть, волонтеры сделали или кто-то еще вот на примере какой-то отдельной бригады или воинского соединения? Ну, у нас есть аналог Крапивы, намного, кстати, лучше Крапивы, и показал себя он лучше, чем Крапива. Насчет Дельты, как бы, ну, не знаю пока. Крапива — это комплекс для артиллерии, да. Макс? Да, у нас есть аналог Крапивы «Ветерок», но он есть у тех артиллеристов, которые любят свое дело. То есть это нет приказа министра обороны внедрить и каждому пользоваться, например, «Ветерком» или арт-группа. Да. Но «Ветерок» лучше. «Ветерок» — это аналог Крапивы. Что из себя представляет «Ветерок»? «Ветерок» — это то же самое, как «Укроп» и «Крапива», вот такие вот программы артиллерийские, где ты можешь вбивать
сразу поправки, он дает на каждое орудие твоей батареи, там, ну, короче, поправку на каждое орудие, ты забиваешь, и, например, значит, забиваешь данные, и каждый офицер батареи, каждый расчет получает сразу поправки, которые нужны. То есть все, это максимально облегчает задачу. Вводишь тип боеприпаса, которым ты будешь стрелять, вводишь данные, и сразу выбиваются поправки. Вот, раз. Но система управления, именно система управления, я вот открою тайну, я с понедельника на одну из таких систем управления буду обучаться. Ее хотят внедрить, ее одобрили, ее тестировали. Кстати, наш Макс Каскад, да, все вы его знаете, он тоже был часто, у него есть канал, телеграм-канал Нерф, его по этой теме можно пригласить, он более подробно расскажет. Вот. Я вот с понедельника буду отучаться, и обучившись 5 дней, я повезу ее подразделение, которое я считаю, что сможет пользоваться, там хватит ума у офицеров и желания пользоваться такими программами. Но проблема сейчас та, что все это несистемно. Вот, например, подразделения, которые проходят в тылу после мобилизации какое-то слаживание или подготовку, они вообще об этом не знают. Они вообще об этом не знают. Они приезжают, им какой-нибудь губернатор купил Mavic 2, и у них есть буссоль. Вот и они пришли и не знают дальше, что делать. Это лично я на этом был очевидцем. Вот. Поэтому есть у нас артгруппа, есть ветерок, есть ребята, которые... Даже я скажу больше. Сейчас ребята сами написали программы для стрельбы закрытых огневых позиций танками. Да? Сейчас очень это распространено, стрелять танками с закрытой огневой позиции. Но речь идет просто о каком-то баллистическом калькуляторе? Ну, это целая программа, то есть ты вбиваешь, короче, ну, в случае с танками, да, это калькулятор, а вот понятное дело, что ветерок и все остальные, это такая А что собой вот эта вот система управления и связи представляет? Это представляет, значит, такую систему, которая берется обычный телефон Android, да, мы знаем, что телефоны у нас там запрещены, да, ну хорошо, его можно просто не подключать к интернету, не вставлять сим-карту, взять китайский телефон. Подключить его к рациям, обычным рациям армейским, гранитовским, и по радиосигналу передавать данные. Я, например, там есть чат, где я могу сразу в чате сообщать какие-то изменения в обстановке, еще что-то, скидывать видео. Беспилотник засек, что-то засек, он сделали скрин экрана, я выложил в чат, мне не нужно долго объяснять, что вообще там я имею в виду, да, как это... Сосискин дом, да, как вот эти ориентиры, левее Сосискиного дома, там, дерево, во, там, не надо, ты скинул, все понятно, плюс координаты, ты даешь координаты, цель такая-то, ты вбил координаты, тип снаряда, и появляются сразу поправки, могут у всей батареи, если кто стреляет, подсоединен, понимают, чем им нужно стрелять. Ну, и в том числе помогает управлять всем этим чат, да, то есть где люди обмениваются, то есть информацией. Вот что из себя это представляет. Вот. Там вообще много возможностей, я в это тоже не сильно погружен, потому что я не артиллерист. Вот. Но вот я буквально вот, когда в субботу все это наблюдал, да. Так, что еще? Ну, я думаю, на следующей передаче через неделю ты расскажешь свой опыт и опыт практического применения этого комплекса. Да, и вот по системе управления будет тоже что-то подобное, да, создано, но я вот поеду этому обучаться. Давно пора, кстати. Ладно, пойдемте расскажем про обстановку на фронтах и поговорим про грядущее наступление ВСУ. За прошедшую неделю интенсивность боевых действий в зоне специальной военной операции у нас снизилась. Что у нас происходило? У нас были попытки прорыва беспилотников в Брянской области, удар по Джанкою, применение беспилотников по Евпатории, и сегодня утром применение морских беспилотников по Севастополю, попытка применения. Что касается ведения боевых действий, то это у нас, естественно, Бахмут и Авдеевка. На остальных фронтах у нас каких-то активных действий ни мы, ни противник не предпринимал. То есть везде ведется ползучее наступление, все готовятся к тому, что 24 марта ВСУ должны попробовать пойти в контрнаступление. Сперва под Бахмутом, потом на других участках. Почему это выбран срок 24 марта? Ты вот можешь объяснить? Да, на самом деле нет. Если это по погоде ориентируется, то на юге, в принципе, да, уже весна, и такая весна хорошая.
Вот. Почему 24-го, сложно сказать. Я прогнозировал, что, допустим, первая атака, которая станет масштабной, но отвлекающей от главного плана, произойдет где-то в начале апреля в районе Бахмута. Вот. Но насчет 24 марта здесь сложно сказать. Почему они так спешат? Мне кажется, они еще не готовы к этому. Сложно сказать, потому что часть соединений, которые формировали на территории Западной и Центральной Украины, они уже готовы. У них срок ввода в строй это был 1 марта. Вторая категория это 31 марта. И то есть их вот сейчас начинают вводить в бой. При этом продолжается прощупывание нашей противовоздушной обороны беспилотниками. На примере той же Брянщины мы видим, что разрывы были, в принципе-то, в приграничной зоне. И если мы говорим про Климово и удар 21 марта, то здесь ситуация, скорее всего, выглядела так, что наши средства радиоэлектронной борьбы просто заглушили сигнал беспилотников после пересечения границы. Но при этом была предпринята попытка атаки на нефтеперекачивающую станцию. И, в принципе, как мы видим, в основном сейчас все удары наносятся либо по местам базирования нашей авиации, либо по каким-то объектам нашей нефтегазовой промышленности. Противник пытается нанести в первую очередь нам экономический урон. В случае с атаками на Крым, которые происходили на протяжении всей недели, и сегодняшней попытки прорыва 4 морских беспилотников в Севастополь, ситуация немножко другая. Крым это не территория всей другой России, как считает ВСУ, поэтому по нему бьют всем, чем только можно и нельзя. Мы чуть подробнее остановимся на планах по наступлению на Крым, а сейчас пока обсудим, что происходит на фронтах. Да, на североукраинском направлении у нас не происходит ровным счетом ничего. На полигонах продолжается подготовка мобилизованных. Мы видели карты из Белоруссии, где уже на местных полигонах снялись с ротации наши российские войска и куда-то убыли. То есть сейчас даже в информационном пространстве Украины рассказывают о том, что в России отказались от планов по броску на Киев, по наступлению на Черниговщину, либо на Сумы, либо на бросок на Харьков. Но минировать до сих пор подступы продолжают. То есть это плановые мероприятия, которые не прекращаются до сих пор. Идем южнее, Купянск. Весь фронт от Купянска до Кременной представляет собой одно большое ползучее наступление. Да, у нас плотность наступающих штурмовых групп там достаточно невысокая, как и у противника. И, как мы и говорили ранее, весь фронт у противника выстраивается по правому берегу реки Оскол. Из-за того, что наши войска сейчас держат под огневым контролем все земли вплоть до севера до юга Купянска, сейчас, в принципе, усилия сосредоточены на том, чтобы вывести основные боеспособные подразделения на правый берег реки Оскол, занять там оборону и ждать, что дальше предпримут ВС РФ. Под Гряниковой и Двуречным к северу от Купянска активных действий наша сторона не предпринимает, окапываясь на занятых рубежах. Ну да, здесь река Оскол будет использоваться как водная преграда и временная разделительная такая черта, как серая зона прифронтовая, ну точнее межпозиционное пространство. Я думаю, что в дальнейшем наш фронт будет двигаться как раз по эту водную преграду. Мы сейчас переместимся чуть южнее, и потому как мы расскажем о тех планах, которые есть у нас по мнению ВСУ. Вот, формулировал. То, о чем они говорят в сводках. На Сватовском направлении у нас продвижение к югу от Сватова под Макеевкой, злополучно, где, по-моему, в начале января либо в декабре произошел расстрел пленных. Помнишь же это видео, когда в неком коровнике взяли в плен, потом один боец начал отстреливаться и расстреляли всех наших военнослужащих? По-моему, было еще в декабре. В декабре. Это как раз произошло в этой самой Макеевке, куда сейчас наши пытаются продвинуться, чтобы занять полностью левый берег реки Жеребец. Идем южнее, Кременная. Согласно сведениям из стана противника, сейчас основной целью наших войск, как думают там в командовании, является занятие Торского и Заречного, бросок к Лиману и снова
выход на левый берег реки Северский Донец. То есть ВСУ всерьез считает, что ближайшие планы сейчас наших войск – это активизироваться и взять Лиман и снова отбить позиции по Северскому Донцу. Про Изюм речи пока не идет, но, по крайней мере, командованием ВСУ предусматривается такой сценарий, потому что там считает Славянск основной целью наших войск и целью, в принципе, первой целью специальной военной операции на данный момент. Наши войска силами 144-й МСД, 3-й МСД и других подразделений медленно продвигаются, как я и сказал, под Макеевкой, Балкой, Журавка и в сторону Заречного и Торского. В Серебрянском лесничестве продолжаются бои. Наши десантники приостановили штурмовые действия и ведут позиционную борьбу, периодически минируя подступы и не позволяя танкам противника совершить рывок на наши позиции. Под Белогоровкой населенный пункт у нас здесь отмечен красным, но по сути он находится в ничейной зоне, потому что из-за плотности артиллерийского огня со стороны ВСУ наши подразделения были вынуждены отойти на окраин населенного пункта. Сейчас Белогоровка ничья. Зато к юго-востоку от Северска наши войска сумели продвинуться и немного расширить буферную зону. Вероятнее всего, это и есть тот самый участок, про который вчера говорил Евгений Пригожин, отмечая силы чеченского спецназа и части подразделений бывшей народной милиции ЛНР, которые смогли расширить буферную зону. Речь, скорее всего, идет именно об окрестностях Северска. Переходим к Бахмуту. Или к Бахмуту, как правильно? Артемовск. Что, Макс? Бахмут вообще. Бахмут вообще. Хорошо, к северу от Бахмута штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжают расширять буферную зону и выравнивать фланги к западу от Солидара. После занятия Залезнянского, о чем мы говорили ровно неделю назад, немного был выровнен фронт, но пока дальше наши штурмовики не сумели продвинуться. Мы уже говорили, что одной из целей является дальнейшее продвижение по трассе на Славянск с целью обхода Часов Яра, который находится к западу от Бахмута. И, в принципе, всю неделю этих боев можно охарактеризовать как медленное ползучее продвижение в глубине городской застройки самого Бахмута и выравнивание флангов, потому что в командовании ЧВК «Вагнер» готовится к контрнаступлению ВСУ, и поэтому максимально укрепляет свои позиции. Да, грубо говоря, Бахмут берется в клешни, да, и вот эти клешни должны быть максимально широкими для того, чтобы подставляться, и противник не ударил в тыл флангов ЧВК «Вагнер». То же самое и на южном направлении. Основное направление удара со стороны ВСУ считается все-таки со стороны Часового Яра и попытка прорыва к самому Бахмуту и бои в глубине городской застройки. Несмотря на то, что ЧВК «Вагнер» сумели продвинуться с юга, и Пригожин заявил, что в принципе сейчас контролируется порядка 70% Бахмута, мы специально подготовили трехмерную карту, на которой отчетливо видно, как выглядит застройка в самом Бахмуте, и что самые тяжелые бои еще впереди. Если мы обратим внимание, вот наша южная окраина Бахмута, которая сейчас занята войсками, это отмечены зоны боев. И, в принципе, плотная застройка – это самое что ни на есть центр. Вот она. И это ничто по сравнению с тем, что было на восточных окраинах, либо на южных. Да, на южных было достаточно много высоток взято, на южных шли бои за многоквартирные дома, но бои за сам центр, если в украинском командовании решат не отводить войска, будет еще тяжелее. Но, ребят, если меня слышно, я хочу высказать такую версию, что, конечно же, в скором времени готовят, это так с людьми, которые там были, по их ощущениям, по их аналитике, просто передаю слова, меня там не было, что, конечно же, ВСУ готовит контрудар, но основная задача этого контрудара – это все-таки безопасно вывести войска, потому что вот эта дорога жизни в Бахмут со стороны украинцев, она действительно очень сильно простреливается. Они действительно несут там большие потери. Если они начнут массой оттуда выходить, то это будет очень плачевно. Поэтому вот такая версия есть, что хотят нанести
контрудар и оттянуть войска из города. То есть... И сковать наши силы, потому что в том случае, если будет попытка прорыва на запорожском направлении, то вполне возможно пожарные команды, условные пожарные команды из того же ЧВК могут привлечь для купирования какого-то оперативного кризиса, дать им возможность перебросить их южнее. Совершенно верно. Поэтому я думаю, вот основная цель удержания Бахмута, они бы давно уже вывели силы, если бы хотели. Основная цель удержания Бахмута – сковывание наших сил. А контрудар, который они планируют, я уверен, что будет не с Часов Яра в сам Бахмут, да, вот, грубо говоря, по направлению, а это одно из, будут на стыке, да. Я думаю, с Константиновки, скорее всего, будет, ближе к Горловке. То есть на стыке армейских подразделений и подразделений бойцов ЧВК «Вагнер». Сейчас на кадрах мы видим штурм заводских цехов на Артемовском заводе металлов. Это крупная промзона на севере Бахмута. Как свидетельствует военкор с мест, там на отдельных участках ведутся бои в шахтах на глубине чуть ли не больше 300 метров. Как это выглядит с камер, с тепловизионных камер, и как в принципе выглядит зачистка промзон, видно сейчас на кадрах на экране. Кстати, обратите внимание, что бой идет ночью. Если раньше у нас ночью работали только ССО, то сейчас все больше и больше подразделений понимают, что нужно использовать преимущество ночи. Для этого штурмовые группы просто нужно снабдить приборами ночного видения и тепловизорами. Что бы там ни говорили про украинскую армию, у них тоже, да, у них и много всех этих средств, но недостаточно. Да. А как часто украинцы уходят в штурм ночью? Как часто украинские формирования штурмуют по позиции ночью? Именно штурмы они ночью не делают. Налеты делают там, где они видят, что можно забрать опорный пункт с помощью спецназа налетом, да, но штурма нет. Наши войска на некоторых участках фронта, мне попросили не говорить, где именно, вот, я думаю, все догадаются, так кто в повестке, предпринимают штурмы именно ночью. Почему? Потому что, я же повторюсь, мобилизованные украинские все равно имеют очень мало приборов там, ночного видения, тепловизоров. Штурмовые группы наши накачиваются и идут вперед. И все. Причем это одно из подразделений бывшего первого армейского корпуса ДНР, если я правильно понимаю. Совершенно верно. То есть идет армейский корпус, который не боится экспериментов в Донецке, да, и идет вот Вагнер, как мы уже видим по этим кадрам. Идем южнее, Авдеевка. И тут я, наверное, уступлю слово вам, потому что вы лучше меня знаете, что происходит вокруг Авдеевского укрепрайона. Да, на самом деле, вчера была информация о том, что степовое под нами с перерезом железнодорожных путей, на самом деле это было преждевременно. То есть степовое, оно же Петровское. Да, на самом деле железнодорожный путь наши бойцы контролируют, только под огневым контролем находится этот путь. Красногоровка, да, под нами и окрестности. Вот, но по степовому пока нет. И там точно так же тяжелые... не взята до сих пор Каменка. Да. И вот, кстати, Макс говорил о том, что эти дни было тихо на этом направлении. Я хотел бы с этим аккуратно поспорить, потому что, вот, допустим, позавчера на южнее Авдеевки в направлении населенного пункта Тоненькое. А мы сейчас переключимся на нашу трехмерную карту, и здесь проще это все будет посмотреть. Да. Вот Тоненькое расположено примерно вот здесь. Здесь Тоненькая, Ласточкина и Орловская. Вот буквально позавчера наши штурмовые подразделения пытались зайти на позиции ВСУ в населенном пункте Тоненькое. У меня там хороший товарищ, к сожалению, погиб позавчера, снайпер попал в голову. И там вообще их рота понесла некоторые потери, потому что активно работала украинская артиллерия, авиация. Но то, что было, наверное, таким неприятным сюрпризом, то есть расчет был на то, что наши штурмовые подразделения смогут прорваться на украинские позиции и под прикрытием украинских позиций в украинских окопах дальше вести бой и быть, грубо говоря, от артиллерии прикрытыми, да, ну, грубо говоря, в окопах. Но дойдя до окопов, они увидели, что окопы непригодны для укрытий, потому что они были полностью завалены трупами.
вот в основном ВСУшными. Вот, то есть там настолько были ожесточенные бои, что эти окопы, уже позиции на них рассчитывать нельзя, как на укрытие. То есть, значит, дистанция штурмового шага, грубо говоря, должна быть дольше, до следующих позиций, что на этом участке фронта очень сложно. Вот, поэтому штурмовые действия, как минимум позавчера, на этом участке фронта закончились неудачей, к сожалению. С юга наши Хорошо. войска пытаются продвинуться со стороны Опытного и Водяного. Да, сейчас мы видим кадры разведки украинских позиций под Водяном и на подступах к Авдеевке. Одним из самых, наверное, ярких и громких заявлений было то, что наши войска якобы сумели подойти к 9-му кварталу Авдеевки с юго-запада, и уже бои ведутся в самой Авдеевке. По радиоперехвату противника было понятно, что это не более чем возможная разведка боем. Более того, на подступах к кварталу это может быть и 5 километров, и 4. Да, то есть это район ведения боевых действий. Ни в какой Авдеевке мы еще не подошли, более того, ни в какие клещи мы зажать не сумели, потому что до сих пор не взята Петровская на севере, от него так не смогли продвинуться к Бердычам. И на юге мы точно так же топчемся в районе Опытного и Водяного. Да, на самом деле вся эта территория заминирована, и в целом, как зритель может увидеть, здесь одни поля вокруг Авдеевки, а в полях вести штурмовые действия в условиях артиллерийского огня и авиационного, кстати, противник здесь активно применяет авиацию также, очень сложно. Я хочу немного дополнить, добавить. Смотри, Каменка наша все-таки, Каменка все-таки наша. Расширяется плацдарм, сейчас задача стоит расширить плацдарм севернее Авдеевки, да, потому что он слишком вытянулся, опасаются за фланги. И, конечно, очень тяжело проходят штурмы со стороны Опытного и Водяного. Но расширение куда? На юг и продвижение в сторону Каменки? Здесь расширение? Либо расширение и продвижение на север? Слушай, и на север, и на юг, потому что оно вытянуты. 136-я бригада на север пытается расширить плацдарм. Батальоны различные на юг в районе Каменки пытаются расширить плацдарм. Вот. В чем еще сложность? Вот Данил правильно заметил, там поля, и там сразу после полей идут вот завод и многоэтажки. По опыту войны... Да, по опыту войны в Сирии, по опыту войны в Мариуполе мы можем точно сказать, что их нужно слаживать перед тем, как что-то вообще либо продвигаться. Но ты же начал применять уже заминированные машинки. Еще не начал, братан, это будет на днях. Вот. Единственное, что, конечно, еще до этих многоэтажек надо дойти, но, в принципе, уже вот то, что в Угледаре их не сложили, и ствол шахт, и это сыграло свою роль. Ну, в общем, я в целом, ребят, что я могу сказать, однозначно украинское командование ждет кризис и в Авдеевке тоже. То есть пока не думает о контрударе под Бахмутом, их ждет кризис и здесь, но это однозначно. Почему-то у нас сравнивают Бахмут и Авдеевку и говорят, что потеря Авдеевки для командования ВСУ и украинского режима очень сильно скажется репутационно, так же как Бахмут. Мне кажется, это немножко несопоставимые величины. Да на самом деле вполне сопоставимо. Это зависит от того, какие у нас цели СВО. Если у нас цели СВО взять Славянск или Константиновку, то это оба очень важные для нас населенные пункты. Вот в целом, если у нас цели дальше Славянска и Константиновки, то это один из 1000 населенных пунктов, которые нам нужно взять. Просто разница в том, что Авдеевка, она рядом с Донецком. И с Авдеевки есть возможность... Рядом с Донецком у нас еще и Маринка. Совершенно верно. Рядом с Донецком у нас Поэтому важность сел. здесь в том, что это рядом с нашей столицей. Чем дальше фронт будет от нашей столицы, тем лучше. Здесь вот в этом еще есть смысл. Но глобально, потому что многие говорят, какая стратегическая, вот допустим... Там журналисты спрашивают, какая стратегическая вот важность Авдеевки или стратегическая важность Бахмута. Да? А какая? Это зависит от того, какая у вас цель какая. Если Константиновка, то это очень стратегические населенные пункты. Если что-то дальше и глобальнее, то это один из 1000. Просто Авдеевка это самый, наверное, мощный населенный пункт в плане укрепления. То есть это как, то, что там в полях у них нету таких забетонированных там линий Маннергейма и так далее, но это все есть в застройках и особенно на промзоне. Вот. То же самое будет нас ждать Славянск, Краматорск, Дружковка в будущем. Поэтому вот здесь нужно из этого исходить. И
Если, когда противник, не нужно думать, что если противник потеряет Авдеевку и Бахмут, то все, это, короче, значит, что ВСУ посыпались, и мы сейчас как за 3 дня дойдем. Нет, я не об этом говорю. Просто сейчас уже почему-то после того, как активизировались бои за Авдеевку, так называемая битва за Авдеевку, да, или осада, которой еще нет, начался разгон тезиса в нашем пространстве о том, что потеря Авдеевки будет репутационно критична для режима Зеленского не меньше, чем Бахмут. Однозначно. Любой город потерянный, репутационный урон, все. Не больше того. Я соглашусь с Данилом. Слушай, Белгородская область, каждое село, да, оно не имеет стратегического значения, но мы воюем-то за свою территорию, мы освобождаем свою территорию, и если противник занимает эти территории, то мы проигрываем, это очевидно. Правильно? То есть мы-то, многие говорят, вот, нужно там воевать, разгром армии противника, но наша конечная цель – это освобождение территории. Это раз. По поводу линии Маннергейма, посмотрим, что будет в Авдеевке, наверняка там что-то есть, я не видел. Могу однозначно сказать, я же тоже слышу экспертов, которые рассказывают про линии, залитые в бетон, там сумасшедшие эксперты. Любая съемка с квадрокоптера, любая, которая в публичную сеть, ты увидишь обычные полевые укрепления, и даже такие, что срытые артиллерийским огнем. Да, то есть обычные укрепления из бревен и земли сдерживают наше наступление пока. По причине, о которых я тоже неоднократно говорил. У нас нет эффективных средств разминирования, у нас еще нет той школы обучения, начиная от рядового до младшего командира по прорыву линии обороны вообще каких-либо, и нет контрбатарейной борьбы, сложности. В общем, много причин на это есть. Только могу сказать в оправдание, да, чтобы не упрекали за критику, что такого опыта нет и украинской армии. Харьковское наступление – это нонсенс, да, там совокупность факторов. Мы видели все Херсон, когда они тоже перли просто, и ничего у них не получалось. Наверное, такого опыта нет ни у одной армии мира. Собственно, доклад по Авдеевке, считаю, свой лично закончен. Идем южнее, Маринка. Здесь мы видим участок фронта, получается, к северу от Донецкого и попытки продвинуться к северному со стороны Водянова. И, в принципе, здесь нам видно, что тот котел, который пытаются создать вокруг Авдеевки, еще очень далек от завершения, потому что даже об оперативном окружении либо огневом контроле северо-западных подступов к Авдеевке вести речь достаточно сложно. И, в принципе, на примере расположенной южнее Маринки мы видим, как осложняются бои за укрепленные населенные пункты. Казалось бы, Маринка по размерам несопоставима с той же самой Авдеевкой, но противник цепляется за многоэтажную застройку в центре населенного пункта и не дает нашим танкистам и штурмовикам продвинуться как дальше на северо-запад, так и обойти с юга. Можно я уточню по Марьинке немножечко? Значит, танки перестали туда ездить, потому что их начали уничтожать с дронов камикадзе и дронов, которые сбрасывают. То есть там не цепляние за застройки. 6 танков было уничтожено с помощью дронов. И Подожди, Макс, бои за застройку у нас вдоль проспекта Победы продолжаются с ноября. Да. Перестали ездить сейчас. Сейчас там, слава богу, долгое время присутствует одно и то же подразделение, да, Южного военного округа, которое более или менее отладило уже, скажем так, понимание, что им нужно делать, как им нужно делать. Появилась новая проблема, да, то есть танки танки буквально за 2 дня там нанесли урон противник FPV-дронами. Проблематикой, собственно, их сейчас я тут и занимаюсь. Так просто это к дополнению. Угледар. Под Угледаром бои продолжаются позиционные в коттеджном поселке. На этой неделе военкоры Rush Today опубликовали видео перестрелки и пусков ПТУРов с наших позиций в коттеджном поселке по многоэтажной застройке самого Угледара. И, в принципе, именно так и можно охарактеризовать бои, которые ведутся на этом направлении. К шахте Южно-Донбасска мы до сих пор пока не сумели подойти, и
каких-то предпосылок для начала штурма повторного самого Угледара, который, подступы к которому заминированы, пока, к сожалению, нет. Да, нужно понимать, чтобы зрителю было понятно, Угледар — это небольшой по площади А нам сейчас городок. включат видео, и будет все понятно. Вот, как раз-таки видно примеры застройки в городе. И видно, что город находится на возвышенности. Но я еще в Мариуполе предлагал танкистам и всем остальным не стрелять просто в окна, а стрелять по лестничным проемам, чтобы сделать дом, невозможно было передвигаться. Но, как обычно, так как я, не знаю, не генерал, никому эти идеи не интересны. Да? То есть советские девятиэтажки довольно прочная конструкция, я вам скажу, на удивление. Там столько мы разрядили на улице Таганрогской по девятиэтажкам БК, и все равно там они все стояли. Поэтому надо более, конечно, рационально все это использовать, то есть анализировать опыт, думать и не просто пулять куда-то БК. Все. Переходим на запорожское направление. Точнее, на все направление, на все южное направление. Мы уже неоднократно говорили про планы ВСУ по контрнаступлению. Сейчас складывается такая ситуация, что под Новой Каховкой и в районе Голой пристани непрестанно проводятся тренировки ВСУ по попыткам десантирования и захвату плацдарма. Была попытка захвата острова Большой Потемкин буквально пару дней назад к северу от Голой пристани. Под Новой Каховкой готовятся к высадке массированной десантных групп. Мы с Даниилом спорили перед началом передачи. Он меня убеждал, что какая-либо десантная операция на Херсонском участке едва ли увенчается успехом. Почему? Во-первых, при форсировании Днепра, да, и установке этих понтонных переправ, даже те, которые американцы дают, или использование барж, у нас активно работает авиация над нашей территорией. У нас везде есть, кроме позиций, да, естественно, позиции у нас не в песчаных берегах подтапливаемых, у нас везде есть наблюдательные пункты, которые сразу среагируют. Вот недавно, буквально месяца полтора назад, у них была попытка высадки десанта, который зашел на наш берег и геройски там в кавычках погиб. Украинский десант, да, то есть бесславно. Поэтому вот в эти моменты я не верю. Я верю в то, что здесь они будут, во-первых, демонстрировать свои намерения, они будут там накапливать баржи, они будут еще что-то делать, они будут даже ДРГ отправлять, прощупывать. Но опять же, для того, чтобы отвлечь нас, закрепить нас на этом участке, на Донбассе и тому подобное, а удар нанести, им нужно, в принципе, пройти до моря 100 километров. Просто 100 километров на запорожском направлении. При этом я уверен, что они не пойдут в районе Орехова, где уже было две попытки. В районе Орехова мы сейчас покажем следующую карту. Да. Там была попытка прорыва на этой неделе. Это была как разведка боем, это была демонстрация, да, и вторая следом за ней. Вот, собственно, ситуация под самим Ореховым. Бой продлился, по-моему, часов 5 максимум. И, пожалуй, самое классное видео с тех мест про бойца, который кричит: наконец-то, я столько этого ждал, достали эти журналы. Про журналы, да. Вот, на самом деле... Это боец 22-й бригады спецназа ГРУ. Кричит. И спецназ тоже мучается от журналов, потому что есть журнал учета других журналов. Кстати, это не утрирование, это реально так. Да, я знаю. У меня в 10-й бригаде спецназа тоже был журнал учета журналов. В данном случае, мне кажется, основной удар, здесь они прощупывают наши фланги по отношению к основному удару и демонстрируют нам, якобы это будет основное направление их движения. Мне кажется, это будет достаточно восточнее с тем, чтобы выйти на Азовское море, не заходя в Бердянск. То есть, грубо говоря, между Бердянском и Мелитополем, но ближе к Бердянску. Вот у меня такие ощущения. Почему там? Они же вклинятся в глубину наших порядков, и у них будет угроза окружения. То есть это будет то же самое, что попытка рывка в Сухом Ставке, когда еще бои шли... Это когда в августе в Херсонском направлении? В сентябре, да.
Когда прорвались, получается, через реку Ингулец в Херсонской области, форсировали реку, ворвались в голую степь и закрепились в степи, просто забаррикадировавшись сожженными остовами. Это зависит от того, какой ширины коридор они смогут сделать и какие силы и средства они будут применять на этом направлении. Если у них удастся, здесь момент какой? Им нужна стратегическая победа. Стратегическая победа может быть в данном случае самый простой для них вариант, избегая городские, допустим, стратегическая победа — это зайти в Донецк. Это нереально. Объективно это нереально. Но стратегическая победа для них может быть взятие столицы Запорожья, текущей нашей. Это Мелитополя. Мне кажется, это как бы менее важно, чем перерезать сухопутный коридор в Крым. Для того, чтобы в дальнейшем, уже, к примеру, то есть в дальнейшем уже составлять угрозу Крыму. То есть они сейчас, к примеру, теоретически... Про Крым. Сейчас мы отдельно поговорим на карте про Крым. И я добавлю про важный очень нюанс, про применение беспилотников, подавление нашей системы противовоздушной обороны. Раз уж мы зашли про Крым, вот все эти направления, которые видно. Вот Мелитополь, вот Мариуполь, вот тот коридор, который ты считаешь, что должны пробить. Да, верно? Да, верно. Получается, вчера была предпринята попытка удара по Джанкою, где у нас было сбито несколько беспилотников, а сегодня утром попытка атаки морскими БЛА. Почему это происходит сейчас? Потому что сейчас в западной части Черноморья проводятся учения объединенной группировки военно-морских сил НАТО «Морской щит 2023». Это идеально для легендирования любых событий, которые произойдут в Черноморском бассейне. То есть сейчас уже наблюдаются снова полеты спустя неделю после сбитого Рипера, как Рипера, так и Глобал Хока. Они вчера весь день висели примерно в этом районе и координировали как последствия атак по Джанкою, так и целеуказания для морских благ, которые сегодня попытались прорваться к Севастопольскому рейду. Одновременно с этим почему не произошло массированного удара? Наши войска вчера нанесли ракетами воздушного базирования удары по аэродрому Школьный в Одессе, где накоплен был резерв из беспилотников как коммерческих Мугин-5, которые закупаются в Китае и применяются по нашим позициям в Крыму, так и, по-моему, Ту-141 «Стриж». Также там, если я не ошибаюсь, на этом аэродроме МиГи еще стояли. Правильно, один МиГ вчера украинцы потеряли. Но помимо аэродрома Школьный, есть еще другие аэродромы, в том числе на границе с Приднестровьем, откуда запускаются беспилотники. Мы даже один из примеров видели запуск беспилотника со стороны Запорожья по Крыму. То есть они не ограничены одним только Школьным. Зато здесь же, получается, к югу от Одессы, в районе населенного пункта Тузлы или Тузлы, не знаю правильного ударения. Это, наверное, Тузлы. Тузлы, будем считать так. Там находится позиционный район перспективной разработки украинского ВПК оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2», который уже 2 недели назад предпринял попытку ударить по аэродрому Гвардейский, если мне не изменяет память. И сейчас проводится пробные пока испытательные стрельбы в акваторию Черного моря, но в конечном счете, скорее всего, когда будет предпринята попытка массированного прощупывания нашей обороны вдоль всей линии соприкосновения и выбора направления главного удара, что отсюда, массированные будут наноситься удары по Крыму, где находится аэродром базирования нашей авиации, так и, скорее всего, в глубину российских территорий наших традиционных. Британцы и американцы любят десантные операции, и им нужен опыт десантных операций. А так как хохлы подопытные кролики в этой всей движухе, то, в принципе, они могут на них поставить эксперименты. То есть, например, британские и американские генералы могут провести такую операцию, какие-то вот задумки, технику какую-то посмотреть, реализовать свои замыслы. Макс, скорее всего, там точно так же есть такие же дедушки, как и у нас, достаточно сентиментальные, которые очень любят уроки Великой Отечественной войны, а тут для той стороны уроки Второй мировой войны и высадки в Нормандии. Да, вот, и он читал, он смотрел «Спасти рядового Райана», и сейчас он стал уже полковником, говорит: будем как спасти рядового Райана. Открывается вот этот люк, падает, и все разлетаются. Вот он хочет повторения. Я вполне верю, что такое может быть.
Только Ну, в то же- спасают Тараса. Да, в то же время они же хотят, чтобы Украина как можно дольше имела возможность сражаться, поэтому вряд ли они ее сольют просто для экспериментов. Они могут их провести Это, ну, это всё-таки ограниченным ограниченный контингентом. контингент, да. Ограниченным. Масштабное наступление в этом направлении, это очень рискованно. Ну, и, традиционно мы сейчас обсудим те проблемы, которые беспокоят наших подписчиков, наших знакомых, наших коллег на местах. Одна из основных, пожалуй, проблем, которая сейчас сложилась на всем постдонецком пространстве, назовем его так, постреспубликанском, это проблема с увольнением в запас определенной категории военнослужащих. Максим об этом подробнее сейчас расскажет. Слушайте, просто не только знакомых, родственников моих, которые воюют, которым больше 50 лет уже. У нас мобилизовали до 55, в России до 50. Ребят, там, ну представь, люди 55 лет, 58 лет не могут уволиться, 62 года, им тяжело носить бронежилет, им тяжело носить экипировку, им просто тяжело, их еще там, на штурмы тянут. У кого здоровье позволяет, пусть остается, но через увольнение. Почему через увольнение? Да потому что сейчас начнется такое. Людей не хватает, уволить не дадут, скажут, а ну-ка быстро пиши, запугают людей, быстро пишите, что вы добровольно соглашаетесь продлить контракт. Нет, всех уволить, а потом уже уволенных заново принять. Вот, потому что и это проблема. Я с кем только не говорил по этому поводу. Военная прокуратура, еще кто-то. Кто-то говорит, да, должны были в начале марта, должны были в середине марта, в январе должны были. Ничего этого не происходит. Я просто обращаюсь к Министерству обороны, кто этим заведует, да, организационно-мобилизационное управление кадров. Просто увольте этих людей. Вот это, пока мы на такой авторитетной площадке Соловьев Лайв имеем возможность говорить, да, какие-то вещи острые. Потому что, кстати, обратите внимание, что разгром украинской армии под Запорожьем ни в одном телеграм-канале украинском не прошел. Никто там это не обсуждал. То есть там тотальная цензура, и в Европе тоже. Наша страна единственная, кто имеет возможность свободу, говорить какие-то такие острые вещи в эфире. И благодаря вот этому я пользуюсь случаем, скажу, увольте людей старше 50 лет. Я скажу про другую сложность, с которыми сталкиваются традиционная вот наша рубрика «Жалобы от жен мобилизованных». Но это жалоба обоснованная. Мобилизованные, какого числа была проведена мобилизация? Даже осенью произошло. Это Сентябрь, по-моему. Какого? 23 сентября. 23 сентября. У нас прошло уже полгода? Да. Можно посчитать, можно если полгода прошло. Всем, вот в марте, по-моему. Да, всем мобилизованным, кто уже более полугода находится в зоне СВО, положено хотя бы 2 недели отпуска. Просто стандартного отпуска. С такой проблемой сталкиваются и регулярные подразделения ВС РФ, с такой проблемой сталкиваются и мобилизованные подразделения. Да, подразделения разные, они выполняют разные задачи. Кого-то нельзя без потери боеспособности подразделения отправить. Но проблема в том, что это случаи отказов в отпусках носит массовый характер, даже если подразделение находится где-то в тылу. И, к сожалению, это проблема. На самом деле, да, но я думаю, что насчет массового отпуска для мобилизованных... Массового нет, я имею в виду практика. Сложно. У нас фронт слишком Фронт слишком большой, да, и... Противник не даст такой возможности просто. Да, отпуск для мобилизованных, если в части составляется график отпусков. И люди идут по очереди в отпуска. Я на таможне вот пересекал, видел. Я говорю просто о проблеме в принципе, что людей не отпускают в отпуска немотивированно. То есть сейчас у них уже появилась возможность просто выдохнуть. Потому что, давай так, как бы мы ни говорили про проблемы мобилизованных на начальном этапе, сейчас мобилизованные — это полноценные участники боевых действий, которые штурмуют опорные пункты, которые участвуют в боевых действиях и так далее. И, эту проблему нужно решать. А не относиться к ним как к людям
не то чтобы второго сорта, но у которых нет прав на что бы то ни было. Сейчас, по моей информации, в регионах, может быть, это сопряжено с тем, что начинается весенний призыв на военную службу по призыву. Может, решили с этим совместить, чтобы провести одновременно мероприятия по боевой подготовке и слаживанию. Может, из-за чего-то еще. Но в регионах, повторюсь, это по моей информации, официального заявления не было, начинаются кампании по набору и формированию новых добровольческих батальонов. То есть это, наверное, уже 4-я волна формирования добровольческих подразделений. Сперва были у нас барсы, потом у нас было формирование региональных отрядов где-то в октябре, нет, не в октябре, в июле-августе. Потом добровольческие отряды. Раньше, они их раньше начали формировать, ты абсолютно прав. И вот как барсы начали формировать, потом начали... Я говорю просто к тому, что это уже 4-я волна, и это плановый процесс, потому что людей нужно ротировать. У меня достаточно много знакомых добровольцев, которые съездили, отбарабанили 3 месяца, либо полгода, вернулись обратно, все, они свой контракт закрыли. Это, повторюсь, добровольческие подразделения. Сейчас идет новая волна по формированию и комплектованию этих подразделений. Поэтому изменение отношения к подготовке таких подразделений на полигонов – это критически важный процесс. И эти подходы нужно менять, потому что если чему-то нас и научила мобилизация России, то это к тому, что у нас порядка 60-70% учебно-материальной базы и инструкторского состава, они к проведению такого мероприятия не готовы. По инструкторскому составу отдельная проблема, что их всех в свое время выдернули в зону СВО. То есть тех, кто должен был учить личный состав, который придет на замену, использовали в качестве этой самой замены, либо комбатантов для ведения боевых действий. Я еще хочу зачитать одну жалобу и, наверное, на этом завершить нашу передачу. Жалоба касается того, что люди сейчас не могут призваться из запаса. И касается это в первую очередь офицеров. Хочу поднять вопрос о крайней степени бюрократизации механизмов Министерства обороны в вопросе восстановления в армии офицеров запаса. Со стороны военкоматов начала проводиться работа. Они обзванивают, согласившимся предлагают перечень вакантных мест. После чего кандидат пишет рапорт, проходит медкомиссию. Встречается с представителем воинской части. Если не согласны его взять, ему делают отношения, выдают лично, либо отправляют по почте. Эти все мероприятия проходят достаточно быстро. А дальше начинается самое интересное. После всех согласований и отправки документов в округ приходится месяцами ждать приказа на назначение на должность. Я лично жду приказа 2-й месяц, хотя у меня военно-учетная специальность с применением мотострелковых войск, достаточно нужная в условиях СВО. Также я знаю случаи, что отдельные офицеры запаса ждут приказ уже в течение 5-6 месяцев. При том, что в войсках наблюдается нехватка офицеров, и это те, кем необходимо замещать вакантные должности. Но, как я понял, это не является поводом, чтобы упростить бюрократические процедуры, и это становится преградой для возвращения в армию профессиональных военных. С подобными жалобами и вопросами к нам в канал обращались еще, наверное, в период проведения мобилизации. То, что человеку не пришла повестка, он приходит в военкомат и говорит: я хочу идти на фронт. Вот я офицер, вот я годен, я там уволился 3-4-5 лет назад, возьмите меня. Тогда на этапе военкоматов это все стопорилось, потому что исполнители на местах не хотели себе лишней работы, они выполнили план. Сейчас, как мы видим, на стороне либо Главного управления кадров, либо кадров военного округа почему-то не спешат такие мероприятия проводить, хотя, казалось бы, люди нужны. Я бы хотел еще добавить момент насчет мотивации, что очень важно. То есть, знаешь, когда, вот как Владлен правильно говорит у себя в эфирах, что если критикуешь, предлагай, да? Вот, я бы хотел, чтобы все офицеры, которые имеют дело с мобилизованными, да и в целом командуют людьми, особенно неопытными людьми, чтобы они объяснили простую вещь, что на самом деле война, которая происходит сейчас на территории бывшей Украины, это не просто ради победы над нацизмом, да, ну, я неоднократно говорил и у себя писал о том, что экзистенциальный вопрос. Мужчине из Самары, как бы, да, ему плевать на нацизм в Украине, на ЛГБТ-парады в Украине, да, вообще плевать, что там происходит, да. То же самое защита Донбасса. Ну, у нас, я помню, 2014 год, когда мы еще в Славянске были, оборону держали. Из Донецка, мягко говоря, не особо хотели ехать нам на помощь. Говорили, это не наша война, вот в Донецк придут, тогда мы как пойдем, да. Вот. Я бы хотел, чтобы все эти офицеры и командиры, и мужчины поняли и объяснили остальным, что вы уходите на войну для того, чтобы война не пришла в ваши города.
А задача нашего противника именно такая. То есть максимально просто раздел России, максимально перенести войну на территорию России. Вот и все. Если вы не хотите пустить войну в ваши города, чтобы с вашими городами произошло то, что происходит с городами Донбасса все эти 9 лет, то значит нужно остановить врага вот там, на территории бывшей Украины. Вот просто это очень простой тезис, мне кажется, и очень понятный. Но про войну на дальних подступах нас говорят давно. И, в принципе, этот тезис у нас опробировали еще в свое время в Сирии во время войны с бандитизмом, международным терроризмом. В принципе, кто хотел понять, это понял. Ну, на самом деле, многим нужно подсказывать. У нас, к сожалению, многое начальство, и гражданское, и военное, оно говорит так: ну вы там сами как-то найдите смыслы, вы там сами вот просто для победы что-то сделаете, вот вы там сами у себя дома и так далее. Нет, государство должно объединять людей, объединять идеи, объединять направлением, да, объединять какими-то смыслами. И мне кажется, вот подобные смыслы, мощные смыслы, которые могут объединить людей и мотивировать пойти, рискуя своей жизнью, да, от своих семей куда-то на войну, где, ну, нифига нет романтики, потому что война — это всегда грязь, холод, жара, смерть, это всегда страх, боль и смерть в итоге. Поэтому, мне кажется, смыслы должны быть конкретные и озвучиваться максимально часто. И вот на самом деле это, ну, не просто мое мнение. Я со многими общался, фронтовиками, ребятами, которые с России пришли к нам на Донбасс на помощь. Многие, для них на данный момент одна из главных мотиваций — это месть за погибших товарищей. К сожалению, это реальность. Лучше это озвучит кто-то, пускай и мы. И это будет неприятная правда, неприятная истина, которую предстоит принять, чем это не будет озвучиваться вовсе. Мы ждем от вас ваших предложений, мы ждем от вас ваших жалоб и тем, которые вы хотите, чтобы мы озвучили либо на наших каналах, либо уже в эфире передач на Соловьев Лайв. Всем счастливо! До свидания.